Всем привет-привет! С вами Лаврентьева Алена, и сегодня у меня очень необычный и сложный клиент. Он практически все свои ногти съел. Как видите, мало что осталось. На некоторых пальцах чуть больше, на некоторых чуть меньше. Но почти на всех очень мало осталось самих ногтевых пластин. Съемка ведется при использовании макролинзы Foblanc. Именно она помогает мне делать такие сочные кадры. Ну а мы начинаем с антисептика. Я выбрала гелевый от Domex. И будем очень осторожно заниматься кутикулой. Нам нужно ее отодвинуть. Для этого я использую пушер от торговой марки Nippon Nippers номер P06. Мне нравится, что у него лопаточка имеет анатомическую форму, и за счет этого она не будет травмировать ногтевую пластину, особенно такого сложного клиента. Безымянному пальчику досталось больше всего. Как видите, там от ноготочка осталось практически 0%, но, уверяю, к концу процедуры мы все-таки добудем, откопаем и достанем его ногти. Кстати говоря, когда я выложила это видео в одной из своих социальных сетей, один инструктор по маникюру хотел даже у меня перекупить этого клиента, но у нас здесь есть немножечко проблемки, потому что я в Казани, она находится в Москве, и, конечно, привезти его туда возможности не представляется. Также я воспользовалась тальком от торговой марки Domex. Я пользуюсь им практически всегда, но в данном случае он просто незаменим. Нам нужно подсушить кожу, иначе работать будет просто невозможно. Любимые кусачки в деле, как всегда, плашка с номером вылезала. Если кто не заметил, отмотайте, ведь я специально вставляю плашки, чтобы вам легче было искать полюбившиеся или заинтересовавшие вас инструменты. В этом случае я буду использовать именно кусачки. Я считаю, что кусачки — это инструмент именно для самых проблемных рук. А здесь у нас срез будет происходить в несколько этапов. То есть изначально я срезала то, что у меня получилось отодвинуть, а дальше я буду использовать фрезы. В данном случае фреза у меня твердосплавная, но называется она безопасная, потому что она абсолютно тупая и предназначена для того, чтобы очень деликатно и осторожно отодвигать кутикулу, раскрывать карман. В общем, для таких случаев она в том числе подходит, а еще я люблю использовать ее на педикюр. И, честно сказать, из всех фрез, которые у меня есть, ни одна еще просто элементарно не затупилась, потому что она изначально была тупая. Фреза у меня от Biotech, торговая марка Magic Beads. Ими работаю я уже несколько лет, я даже уже сбилась со счета, но именно этими фрезами я устанавливала мировой рекорд по маникюру. Если кто-то не смотрел, то на моем YouTube-канале по запросу Алена Лаврентьева маникюрный рекорд можно найти целых 3 части видео о том, как я пилила 24 часа в прямом эфире. Поэтому переходите и смотрите. А у нас уже следующая фреза, и это капля. Называется она капля маникюрный, имеет она красный поясок. Ей я прорабатываю зону кутикулы и также подшлифовываю слегка ногтевую пластину. Положение фрезы очень важно. Нужно работать таким образом, чтобы не пропиливать ногти, не делать пропилы так называемые козырьковые, когда у нас получается такая борозда. В общем, для всего этого я бы, конечно, рекомендовала пройти именно очные курсы, а не онлайн. На мой взгляд, все-таки онлайн — это когда уже ты много умеешь, а вот именно для начала, для базы уже все-таки нужно именно живые физические курсы. Но возвращаясь к нашему клиенту, давайте я все-таки расскажу историю. Это мужчина, ему 24 года, и, кстати, скоро он станет папой. И обратился он с таким запросом, что он боится, что он ребенка этими ногтями будет пугать или, может быть, травмировать. Я, конечно, его первым делом успокоила, что вряд ли он кого-то травмирует остатками ногтей, но вот напугать ребенка со временем, конечно, он сможет, либо ребенок будет задаваться вопросами: папа, а что у тебя с ногтями? Но самое классное, что у него есть желание и интерес, как бы побуждение вообще к тому, чтобы такой вопрос решать. Значит, не все потеряно, значит, можно и нужно с этим работать. Я, конечно, предупредила, что решаю только эстетическую составляющую этой проблемы. Кстати, грызть и отрывать ногти из заусенца он начал в 19 лет, то есть этой проблеме целых 5 лет. Но решать он собрался именно сейчас. Видимо, факт перспективного, то есть будущего отцовства, его все-таки сподвиг на какие-то изменения. Это просто прекрасно. И, конечно, я озвучила ему, объяснила, что перво-наперво нужно обратиться к психологу, потому что
деструктивные проблемы, навязчивое желание разрушать свои ногти и кожу вокруг них, конечно же, эти проблемы идут у нас из головы. И лечится это не в кабинете мастера маникюра, а в кабинете психолога. Но в идеальном мире все это должно работать в комбо. У нас уже есть желание клиента, есть моя помощь, осталось добавить только психолога. А мы заканчиваем нашу процедуру с помощью масла Монардо. И обратите внимание, что кутикулу очень глубоко и до конца я не убирала. И это было сделано намеренно, потому что такие ногти излишнее воздействие воспринимают как атаку и нападение. И, конечно, кожа будет нарастать сильнее, значит, это его будет больше беспокоить. А масло Монардо у меня от торговой марки Домикс. Большое спасибо за просмотр.